Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, а это обзор патча баланса от 5 марта. Если что, ролик обзора немножко выходит с задержкой, я буду его повествовать именно в таком формате, прочитывать вместе с вами, потому что если зайти, допустим, вот в Википедию игры, мы откроем героя Абаддона, которого изменили, тут не горит знак восклицания, лампочка, ну не горит, нема его. Я поэтому не смогу вам сказать такие вот значения, что там конкретно поменяли. Постоянно ставить, знаете, вот этот ролик на паузу и тому подобное, чтобы вставить вот эту вот короткую фразу, что там поменяли, ну, такое себе. Поэтому я просто вместе с вами пройдусь по списку и объясню то, что я уже проверил, как оно работает. В общем, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк, подписаться, а если до сих пор не подписан, подпишись также на мой телеграм-канал. Ну а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Начнем с регулировок фигур, то есть это ребаланс фигур. Затмение тьмы — это зомбарь, это нежить, это жрец-нежить. Ему порезали радиус. Зачем? Не, ну на самом деле у него был огромный радиус на третьем уровне, но это оправдано, потому что ты этого зомбаря довольно-таки тяжело получаешь. Зачем сделали радиус, ну, 2 клеток? Это такое себе. Еще и КД подняли. Но, как по мне, это неоправданный баланс этой фигуры. Неоправданный. Поднять КД, порезать радиус. Ну ты и так его тяжело доставал. Приятный баф бабки. Уменьшили КД на способность. Тут, ну, отчасти согласен, да, но эта фиолка и так была сильная. Омник. Это легендарный рыцарь-человек. Подняли длительность на 1 секунду. То есть теперь это просто ставишь 4 бога, собираешь омников 2 звезды, у тебя вечный отхил будет идти. Вечный отхил, вечная броня. Собрал агоним, там вообще забей. Но подрезали немножко снижение физического и магического урона на 10%. Ну, такое себе. То есть, да, не подрезали как бы эти значения, но ты собрал его в 2 звезды, получил свои 50%. Вечное обновление щита и все, кайфуешь. КД-то не подняли. КД осталось прежним. Вайпер — это убийца. Убийца-дракон, который... Продолжительность его вот этого замедления немножко скорректировали на 1 уровне. Ну ок, ладно, спасибо. Плюс 1 секунда. Окей. Абаддон. Зачем его порезали? То есть его щит теперь на 50 урона меньше дамажит. Хотел сказать 50% урона меньше дамажит. Зачем? Зачем? Он и так не имбовый был. Короче, непонятно. Виверна зимы. Это... нежить дракон, который 1 уровня. Его... Вот это вообще такой тупой ребаланс. Зачем? Было 20, 30, 40 значения, а теперь 20, 20, 20. Еще и, извини меня, КД увеличенное. Ты шо, тю-тю? Бредятина. Зато давайте апнем нефритового генерала. Панда-шаман. Просто 300, 400, 600 урона. Собрал его в 3 звезды и просто камнями по лицу проезжаешься. Да. Клинок мертвых — это спектра. Легендарный ведьмак нежити. Продолжительность иллюзий спектры, которые она использует со своей способностью, уменьшили на 1 секунду. Зачем? Без понятия. Такой бред уже. Ну, на 1 секунду уменьшили. Ты и так эту спектру со слезами на глазах собираешь. Ну да, в принципе, если тебе легендарки хорошо идут, ты спектру эту можешь довольно-таки просто собрать в 3 звезды. Но зачем ее резать было? Непонятно. Как по мне, наоборот, надо было бафнуть до 10 секунд. Потому что реально его сложно собрать. Пожиратель душ. Это волшебник-демон Леон, фиолетовая фигура. Раньше была... ограничения по дальности применения способности. Теперь без ограничений. Просто вот с километров. Пум! Между глаз. Муэрта. Это фигура за 2 монеты в нежити. Охотник, которая повысили урон, соответственно, с руки. Теперь 50, 100, 100, 200, 200, 400. Но значения предыдущего такие вот были. Тусик.
Воин-зверь за одну монетку. Подняли ему, получается, урон с руки. 40, 100, 80, 200, 160, 400. Ничего себе у него разброс урона, кстати. 160, 400 на секундочку. Нормально. Очень, кстати, приятный и оправданный баф Берсерка. Теперь у него не активная способность, а пассивная способность. И чтобы вы понимали, ну вот это вот, когда топоры вылетают, теперь не будет полоска идти, которая руинила все. Я напомню, что в предыдущем патче у Берсерка был лютый баг. Когда шла эта полоска, то он просто на месте стоял и вот так вот топоры кастал. Это такой бред был вообще. Причем этот баг появился в предыдущем патче. Позапрошлом патче этого бага не было. Это было в предыдущем патче. Ну и теперь, из-за того, что у Берсерка пассивная способность, я думаю, все прекрасно понимают, то, что волшебное зеркало 4 тира будет работать на эту пассивную способность. То есть у вас будут с волшебного зеркала лететь топоры. Поэтому юзайте. И, естественно, на него Silence не работает. Поэтому под всякими думами и тому подобное он все равно будет кастовать свои топоры. ДК. Рыцарь, человек, фиолетовый. Ну, как бы понятно, да? Интервал атаки сделали 1.5. Это вообще кринж! За что? Зачем вы этого ДК тронули? Его наоборот бы бафнуть. Его и так очень сложно реализовать. Я все, конечно, прекрасно понимаю, то, что троллей там бафнули, все такое, ты можешь поставить себе 4 тролля, получить скорость атаки. Но этого недостаточно. Они берут, делают ему 1.5 скорость атаки. Они хотят сделать его вообще неиграбельным. У нас есть условный антимаг, которого нужно понерфить, добавить ему перезарядку на способность. Что делают разработчики? Нерв ДК. Слишком имба. И ты такой, ладно. Походу, знаете, как они решали сделать вот это вот обновление, вот этот вот нерв ДК? Чисто разработчик заходит одну каточку там на лоу-ранге, и там типочек собирает ДК в 3 звезды, просто рвет ему жопу, и он такой... Не, ну ты, конечно, не прав, дорогой, не прав. Мой антимаг почему-то тебя не взорвал, поэтому тут пум. 1.5 скорость атаки тебе сделаем. Гении непризнанные. Ой. Но есть и приятные новости. Изменили реликвии. Хаотичный договор. Теперь совершенно иная механика у хаотичного договора. И вот, соответственно, перед вами все значения. С 11 по 20 раунд за 2-4 серии побед либо поражений вы получаете обычный сундук. За 5-9 серий вы получаете необычный сундук. За 10 плюс серий получаете редкий сундук. Но есть прикольчик. Как мы это обычно любим делать. Если до 10 раунда ты набрал себе винстрик, допустим, ну, 5 единиц, да, ты можешь подождать несколько раундов, ну, буквально там 1-2 раунда, ну, допустим, да, представим, что на 12 раунде у тебя 9 плюс винстрик, да, либо 10 плюс винстрик. Ну, юзаешь, давайте так, усредненно. На 14 раунде у тебя 10 плюс винстрик. Вот на 14 раунде ты используешь этот хаотичный договор. И дальше мы читаем следующую строчку. 21-30 раунд. За 2-4 серии побед либо поражений ты получаешь необычный сундук, за 5-9 серий редкий сундук, за 10 плюс серии эпический сундук. А теперь вдумайтесь на секунду, у нас есть еще реликвия часов. Задумались, да, на секунду? То есть, ты юзаешь на... Ну, условно, можно на 12 раунде юзнуть реликвию хаотичный договор, если вы уверены, что наберете 10 серий побед. Ну, короче, юзаете на 12 раунде, на 22 раунде у вас эта реликвия заканчивается, и вы получаете эпический сундук. Бэмс! Прикол, да? Вот на 22 раунде получаете эпический сундук. Потом, вам на 20 раунде падает реликвия часов, вы снова активируете хаотичный договор, и так же само вот на 32 раунде получаете уже легендарный сундук. И вы такие... Что? И вот значения меняются уже на 40 плюс раунде. За 2-4 серии побед эпический сундук, за 5-9 серий побед либо поражений легендарный сундук, и за 10 плюс серий легендарный сундук. То есть хаотичный договор, как по мне, стал намного имбовее. И да, его сложнее стало реализовать. Да, тебе надо теперь не 7 поражений либо побед, а 10, чтобы получить максимум. Но тоже вдумайтесь вот на секунду, вы играете себе там через лустрик. Собрали себе 10 плюс лустрик, активировали на 12-13 раунде этот хаотичный договор. На 20 раунде еще упали вам часы, вы еще раз активировали эти хаотичные договоры, просто полутали кучу предметов. И сидите, обмазались себе, кайфуете.
Ну, короче, суть вы, думаю, уловили. Изменили ферму свиней циклопа. Вот это на самом деле один из самых приятных бафов этой реликвии. Потому что эта реликвия была мусорная. Я на нее жаловался сколько раз вам. Множество раз я за нее вам жаловался. И они наконец-то додумались. К ним произошло Фу ты! Снисхождение к ним какое-то, там, не знаю, что-нибудь, как там, не знаю, НЛО пролетало, им там накидало в голову мыслей. В общем, теперь фирма свиней Циклопа, она безлимитная. То есть вы активируете на 10 раунде с обузом и можете сидеть хоть всю игру с ней и копить до 10 монет. Разрабы додумались просто. Какие они молодцы. Ну и теперь же есть прикольчик, типа, есть вероятность. Когда ты активируешь на 10 раунде реликвию свиней циклопа, то, соответственно, у тебя будет изначально шанс на то, что она будет плюс 1 монетка, с каждым раундом 40%, но за каждый раунд плюс 2%. Ну и, соответственно, максимальный итог 60%, с 20 по 29 раунд это 60% и максимальный 80%. С 30 по 39 начало 80%, максимальный 100%. То есть, ну, а 40 плюс это уже 100% максимальный шанс ты получаешь. Тупо каждый раунд у тебя будет апаться эта реликвия свиней. Это, на самом деле, приятное изменение. Тут ставлю лайк за эту ферму, потому что эта ферма, как же она меня бесила. Ты тратил драгоценное место на своем столе для того, чтобы у тебя эти свиньи по 5 монет были на 20 раунде. Я им множество раз показывал, что у меня было 2-3 свиньи, там 8-9 монет, все остальные у меня просто по 5 монет были. И ты просто потратил драгоценное место, ужимался. И разработчики наконец-то это, ну, сделали хоть как-то оправданно, то, что ты можешь ужиматься, при этом ты знаешь, что ты получишь профит в виде 10 монет, из-за того, что ограничений по времени нет. Раньше было 10 раундов, сейчас нету. Кайф. Таинственный фрукт Сюй. Также изменили эту реликвию. Теперь, если раньше было, что ты рандомно получал 1-7 опыта и монет, то сейчас работает совершенно иначе. Ты будешь получать от 1 по текущий свой уровень игрока опыта и монет. То есть, если у тебя 10 уровень, да, вот представим себе смоделированную ситуацию. Вам получилось сделать таинственный фрукт Сюй 8-9 раз. Вы получили еще деф предмет, который защищает вас от летального исхода с помощью этого таинственного фрукта Сюй. Ну, не суть. Короче, у вас 8 фруктов. Вы взяли 10 уровень, на 10 уровне используете этот таинственный фрукт Сюй, и есть вероятность, что вы получите от 1 монетки 1 опыта по 10 монет и по 10 опыта. И просто 80 опыта как с куста можете. Бэмс. Не, скилловички 100% найдутся, которые так смогут сделать. То есть, это приятный баф. Но разработчики опять не поняли. То есть, ты можешь получить 80 опыта, а можешь получить 8 опыта. И ты такой будешь за голову хвататься и думать, ну ты чё? Как так-то? Им надо было сделать, что хотя бы тут значение не 1, а 2. Ну, хотя бы 2 опыта и 2 золота изначально, чтобы не было так обидно 1 опыта получать и 2, и 1 опыта и 1 монетку. Ну, это бред. Ну, спасибо, хотя бы так поменяли. Серьезно, спасибо, хотя бы так поменяли. Регулировка синергии. Мертвецов порезали. Зачем порезали? Непонятно. Вот мне непонятно, зачем они снова порезали до 45%. Что тебе типа по 5% делают? Что? 50% оставьте обратно. Нет, они делают 45%. То есть теперь нежить дает не минус 50%, а минус 45%. А 9 нежити дает тоже минус 45%. Но вместо каждых 3 секунд у тебя будет каждые 2 секунды максимальное хп противника уменьшаться на 5%. То есть это не будет отниматься урон. Это у тебя было 1000 хп, и каждые 2 секунды у тебя 5% будет утекать вниз. То есть у тебя было там 1000, потом будет 950, потом 900, потом 800. Ну, это, короче, вот так вот. Потихонечку будет вниз падать. Оптимизировали также логику применения умений от наследия духа огня во время перерождений. Теперь ваши юниты больше не будут применять умения к вражеским юнитам, ожидающим перерождения. То есть раньше был баг. У тебя условно был Свен, у которого 1 000 000 урона с руки, и в него, пока он перерождается, прилетало безруж, башер и тому подобное. То есть у тебя предметы ушли в молоко, а когда он переродился, он такой: я не понял, вы не договорили, братишка, иди сюда, я тебе сейчас
Ну, как бы вы поняли, да? Также изменен урон игроку от нескольких богов грома на поле. Если на поле несколько богов грома, например, призванных через синергию инсектоидов, ну куда же без них, это ж любимая сборка разработчиков или связи цвета. Урон игроку наносит только тот, у которого самый высокий уровень звезд. Ну, я так понимаю, и Аганим тоже считается. То есть у тебя есть 3 Зевса в 2 звезды, но в одном стоит Аганим. То, соответственно, тот, кто с Аганимом, будет от него отниматься, соответственно, хпшка. Что я хочу сказать по поводу текущего патча баланса? Множество. Ну, как обычно, разработчики не слышат свою аудиторию. Они снова выпустили жидкий хлам. Но, не, по поводу реликвии приятно, вопросов не имеется. С хаотичным договором, как по мне, они намудрили, но это тоже прикольно, это тоже освежает. Вот с таинственным фруксюй, ну, тоже приятно, но не совсем. Я считаю это обновление чисто ради обновления. Плюс появился баг с полуорками, который я вам показал сегодня днем. Кто не видел этот ролик, я рекомендую вам посмотреть ролик с эгидой. Там есть прикол, то что теперь полуорки станет героев, находящихся в БКБ. Вот такой вот прикольчик. Множество неоправданных действий. Может, я, конечно, слишком придирчив к текущему патчу. И спасибо, что он хоть и какой-то довышел, да, в этой игре. Но, как по мне, обновление ради обновления. Изменения ради изменений. Поэтому давайте так. Я надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Что думаете вы по поводу текущего патча, вы, соответственно, напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня своим лайком, подписаться, подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!